Ощутимый удар по морскому нефтяному терминалу в Крыму. Премьер Словакии говорит об убийстве славян, критикует Запад и хочет в Москву, а в РФ заявили о готовящейся провокации. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Масштабные обстрелы в день рождения Путина. В Киеве говорят об ударе кинжалами, в Крыму техногенная чрезвычайная ситуация. Расскажем о последствиях. Встреча после скандального заявления. Украинский премьер увиделся с премьером Словакии Фицо, который обвиняет Запад в затягивании войны и не хочет видеть Украину в НАТО. В соседней со Словакией стране продолжается военный конфликт, где действительно убивают славян. Признание российского военного, которого взяли в плен бойцы Азова. Что делают россияне с военными из ВСУ и что ждет тех, кто отказался выполнять приказ? С пленными возиться некогда, пленных никого не брать. Дали команду расстрелять. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Подразделения ракетных войск ВСУ успешно ударили по одной из важных и крупных нефтебаз РФ в Крыму. Прилеты зафиксированы в частности в Феодосии. В Генштабе ВСУ подтверждают, что это их работа, а цель в виде морского нефтяного терминала выбрана не просто так. Феодосийский терминал – крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ. В Киеве заявили, что работа по подрыву военно-экономического потенциала России продолжается. В то же время в Крыму оккупанты говорят о последствиях прилета. В Феодосии был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации. В городе временно приостановлено ЖД-сообщение, перекрыт и ряд улиц. Кроме того, как сообщали пропагандисты, частично нет света. Мониторинговый канал «Крымский ветер» при этом сообщает, что нефтебаза не была не прикрыта ПВО. Напротив, ее очень усиленно защищал «Панцирь С-1». Но, как видим, все идет по плану. Но были еще и другие сюрпризы для Путина. Онлайн-вещание пропагандистского канала «Россия-1» и других телеканалов Всероссийской государственной теле- и радиокомпании было остановлено из-за масштабной хакерской атаки. Тем временем издание «Проект» пишет, что Путин настолько боится прилетов беспилотников не только в Крым, но и в российский город Сочи. Там он не был уже более 7 месяцев. И согласно спутниковым снимкам, главное здание резиденции Путина в Сочи снесли в начале этого года. Хотя официально о работах в резиденции не сообщалось. Россияне при этом пытались ударить по Киеву ракетами «Кинжал» и дронами «Шахед». В военной администрации украинской столицы говорят, что все воздушные цели были сбиты над городом или же в области, однако обломки упали в нескольких районах Киева. Обошлось без пострадавших, но не обошлось без повреждений. В одном из районов эти обломки упали на крышу многоквартирного дома, школы и супермаркета. В других районах на открытой территории. В результате ракетной атаки в 3 районах Киева зафиксировано падение обломков – в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском. В целом же целый день на территории Украины летели и дроны «Шахед», и корректируемые авиационные бомбы. Кроме того, сообщалось об атаке на Староконстантинов на западе Украины, где находится военный аэродром ВС ВСУ. Один из 3 кинжалов, которые запустила Россия, не был сбит. В воздушных силах Украины признают, что прилет был в районе этого военного аэродрома. В России заговорили о том, что Украина якобы готовит некую провокацию, связанную с использованием химического оружия. Часть этого якобы сценария неожиданно оказалась в Минобороны РФ на столе у начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России. В настоящее время Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. При этом Кириллов не называет ни даты, ни время, ни место предполагаемой провокации, о которой якобы знает. В Украине на момент записи этого выпуска на заявление Кириллова не отреагировали. При этом, напомню, любимая тактика оккупационной армии – совершить преступление, а потом обвинить в этом ВСУ. Этим приемом россияне пользуются как минимум последние 10 лет в войне против Украины. Напомню, что в начале этого года Россия и Украина обвинили друг друга в применении химического оружия. В Организации по запрещению химоружия тогда сделали вывод, что обвинения сторон недостаточно обоснованы.
Российским войскам дана команда не брать в плен, а убивать украинских военных. Об этом в интервью рассказал российский военный, который при этом попал в плен к украинцам. Оккупант говорит, что он один, кому удалось выжить после выхода на боевое задание. Уверяет, что отправился на фронт якобы после того, как получил повестку в рамках частичной мобилизации. И уже в Донецкой области понял, что картинка оказалась совсем не той, как показывали по телевизору. Пленный теперь радуется, что остался жив, и жизнь ему сохранили бойцы полка Азов, которые демонизируют в России. Ко всему, военный рассказывает, что пока в Кремле радуется новой тактике захвата украинских городов малыми пехотными группами, поля Украины усеяны российскими военнослужащими. Кроме того, пленный открыто говорит о том, как расстреливают бойцов ВСУ, которые попадают в окружение. После того, как старший связался с командованием, ему по рации было передано, что с пленными возиться некогда, пленных никого не брать. И дали команду расстрелять. Что группа сделала? Взяли троих, обнулить. Взяли троих, обнулить. Так же самое они поступают со своими. Если какая-то группа не хочет дальше вперед идти, значит выписывается красная карточка, следом идет другая группа, которая заходит туда, и если эта группа не пошла вперед, их там же обнуляют. И такое было прям? Да. Никогда не согласится на то, чтобы Украина была в НАТО, говорит премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в которого в мае этого года стреляли, и он выжил. Фицо говорит, что война в Украине продолжается только потому, что ее поддерживает Запад. При этом, конечно же, не говорит, что войну продолжает Россия, чьи войска ведут наступление на востоке Украины. У Фицо своя картина мира. Он считает, что цель Запада – поставить русских на колени. Кроме того, Фицо признается, что на 9 мая в 2025 году не против отправиться в Москву на парад к Путину. Кроме того, премьер Словакии поддерживает членство Украины в ЕС, но считает, что это произойдет не скоро. А вот в Североатлантическом альянсе, по словам Фицо, Украине не место. В соседней со Словакией стране продолжается военный конфликт, где действительно убивают славян и где Европа в значительной степени поддерживает эти убийства. Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду следить, чтобы депутаты, над которыми я имею политический контроль как председатель партии, никогда не согласились на членство Украины в НАТО. При этом 7 октября Фицо встретился с украинским премьером, чтобы поговорить не только об экономических связях, а еще о мирном плане Зеленского, гуманитарной поддержке и восстановлении Украины. А что вы думаете о провокационных заявлениях Фицо и о том, кто действительно виноват в том, что война в Украине продолжается? И почему европейский политик не говорит о выводе российских войск с территории суверенного государства? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в наших комментариях. Тем временем абсолютно противоположная точка зрения, пусть и не в соседней, но в европейской стране, которая находится дальше от Украины, в Нидерландах. Министр обороны этой страны заявил о передаче Украине самолетов F-16, а также о том, что еще 400 миллионов евро будут выделены Нидерландами на беспилотники для Украины. Мы сосредоточимся на разных типах дронов, как на дронах для наблюдения и обороны, так и на ударных дронах, потому что мы видим, что Украине также нужны более наступательные дроны, чтобы, например, поражать военные объекты. Мы были в Харькове, единственный способ защитить Харьков – это атаковать военные цели в России. Именно поэтому мы также производим и помогаем в производстве таких передовых дронов. Лукашенко собирается открыть с Путиным новые горизонты и наметить, далее цитата, «перспективные направления сотрудничества, отвечающие современным вызовам». Об этом идет речь в поздравительной открытке для Путина, которому 7 октября исполнилось 72 года. После этого письма Лукашенко мигом отправился в Москву на так называемое заседание Совета глав государств-участников СНГ. А к чему же уже привел выбор Лукашенко в пользу России и какая пропасть образовалась между Белоруссией и соседней с ней Польшей за последние несколько десятков лет? Об этой колоссальной разнице в цифрах и фактах говорится в новом фильме «Нехта». В эксклюзивном интервью для нашей команды 3 бывших президента Польши – Лех Валенца, Бронислав Комаровский и Александр Квасневский – рассказали, как им удалось реализовать план по построению успешной страны и защититься от российского влияния. И почему на это до сих пор не готов Лукашенко, который тянет Беларусь в пропасть.
Ссылку на фильм найдете в описании или же на нашем канале Нехта. Już nie mówię, że mam podobne, takie samo imię. У нас одинаковое имя, и мы родились в одном и том же году с Лукашенко, в 54-м. Но оказалось, что у нас совсем разное понимание политики, потребностей наших стран. Я был уверен в нашем западном курсе развития. Лукашенко долгое время старался маневрировать, быть близко с Россией, но также удерживать контакты с Западом. Позже его недемократические практики привели к тому, что его отношения с Западом оказались заморожены. Inkai for World Series Sardinia. Congratulations. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и можете, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.